Здравствуйте, уважаемые зрители! Все мы как-то привыкли, что Америка известна своими качественными самолетами и вообще американские самолеты одни из лучших, и авиационная промышленность там очень сильно развита. Но так было на самом деле не всегда, и в начале 30-х годов в Америке было очень много проблем. В частности, связанных с палубными истребителями и вообще с палубными самолетами. Поэтому сегодняшний рассказ будет не столько и не только про F-4F Wildcat, один из самых известных истребителей палубных начального периода Второй мировой войны, но и то, как вообще до него дошли. И начнем мы с вами с самого первого самолета фирмы Grumman, который назывался просто FF. Ну и также немножко поговорим про F2F и F3F, хотя эти самолеты, конечно же, не очень известны. Но перед тем, как мы с вами начнем, хочу рассказать о новой функции, которую я подключил на своем канале, и которая называется спонсорство. И для спонсоров существует несколько вещей, которые напрямую могут влиять на то, что будет производиться на канале. В частности, участие в прямых трансляциях, во время которых я и буду создавать свои видео, и доступ к опросам, по итогам которых будет выбрана тема видео на следующий месяц. Помимо этого, также можно попасть и в зал славы. Подробнее ознакомиться с бонусами можно по ссылке под видео. Поехали! Первый самолет, про который будем говорить, Grumman FF, или как его прозвали, Фифи, или который также еще известен как Гоблин или Дельфин, и также известен как G5, и вообще у него было очень много названий, потому что он много где послужил. Хотя общее количество произведенных самолетов всего-то 116 штук, но в принципе не так много, как и F2F и F3F. Но что интересно, уже у первого самолета фирмы Grumman, а FF был первым самолетом этой фирмы, построенным для флота США, была главная отличительная черта, которая потом сохранилась до F4F и стала прям-таки самой отличительной внешней особенностью, а именно очень своеобразно убираемые стойки шасси. Изобретение это принадлежит непосредственно основателю фирмы Grumman, Лерою Груману, который его изобрел, будучи еще сам сотрудником другой авиастроительной фирмы, основателем которой был Гровер Лойнинг. И фирма Лойнинга не отличалась чем-то известным. Лойнинг Aeronautic Engineering хоть и построила несколько моделей в начале 30-х годов, но ни одна из них не вышла тиражом больше, чем 200 самолетов. Поэтому, когда в конце 20-х годов Grumman основал свою фирму, им необходимо было с чего-то начинать. У флотской авиации США тогда было несколько проблем, да и на самом деле не только в США, потому что во всем мире постепенно старались переходить от бипланов к монопланам. Но для авианосцев бипланы были на самом деле наиболее подходящими самолетами, потому что у них была маленькая длина и пробега, и разбега, и они могли спокойно взлетать с палубы. А с монопланами были проблемы, во-первых, еще не отработанная конструкция, во-вторых, скорости возрастают, как их тормозить было еще не до конца понятно. Но, тем не менее, хотелось что-то монопланное, или хотя бы что-то побыстрее тех бипланов, которые были. И для того, чтобы увеличить скорость самолета, один из самых логичных шагов — это убрать у него стойки шасси, что, в общем-то, и было с успехом сделано на самолетах Грумана, в частности, на FF-1. Ранее, конечно, Бюро аэронавтики США предлагало поставить такие стойки шасси на другие самолеты, например, на флотский вариант Боинга P-12. Но Груман оставил эту разработку себе и, в общем-то, не прогадал. Первоначально, когда этот самолет был только предложен совершенно новой фирмой, американское флотское командование не поверило, что он будет настолько быстрый, насколько заверяли его сотрудники фирмы Grumman, поэтому немножко все затянулось и был построен полноразмерный макет, который подтвердил действительно технические особенности этого самолета. И был заказан одновременно с истребителем еще и разведывательный вариант. Первый прототип истребителя, как и все прототипы в Америке, обозначался перед названием буквой X, то есть Experimental, и, соответственно, назывался XFF-1, и он был заказан 28 марта 1931 года. Причем те двигатели, которые стояли на первых самолетах, были достаточно мощные, надо признать, потому что 575 лошадиных сил, Wright Cyclone R1820,
И вот у кого, а вот у Америки на самом деле с двигателями проблем практически никогда не было по ходу войны. Уже первый прототип, полет которого состоялся 29 декабря 1931 года, развил скорость 313 км в час, что было на 11 км в час быстрее основного палубного истребителя Boeing F-4B2. Дальнейшее улучшение двигателя привело к тому, что на самолетах был поставлен двигатель Wright-Cyclone мощностью аж 750 лошадиных сил, что позволило увеличить скорость до 323 км в час, и самолет таким образом стал самым быстрым палубным истребителем. Его очень быстро приняли на вооружение, и впервые он заступил на службу в эскадрильях, которые базировались на авианосце Лексингтон, где они служили с 1933 аж по 1936 год, где были после этого сразу заменены на истребители F-3F. Учитывая то, что Америка ни с кем как бы и не воевала в это время, то самолеты получились, в общем-то, в целом переходные. Но общая оригинальность и продвинутость конструкции на то время сыграли хорошую роль для этого самолета, и на его основе был сделан разведчик, было заказано всего 34 самолета типа SF-1, которые в результате оказались даже быстрее истребительного варианта, потому что они были всячески доработаны и даже были на том же самом Лексингтоне эскадрильи и разведывательных самолетов, которые до 1935 года прослужили. Но интерес к этому самолету проявили и другие фирмы, и даже не столько фирмы, сколько люди. Во-первых, сама фирма Grumman решила сделать гражданский вариант, который назвала GG-1, поставила на него, правда, маломощный двигатель 350 лошадиных сил, но выкрасила его в красный и решила его использовать для различных публичных мероприятий, где его и заметил один известный канадский летчик Говард Кляйн, который решил эти самолеты поставлять в Южную Америку, которая была в 30-е годы заинтересована в том, чтобы не отставать вообще в принципе от остального мира. Но Говард Кляйн был также представителем и канадской фирмы Canadian Car and Foundry, и поэтому первоначально FF-1 поступили в Канаду, где должны были собираться под обозначением G-23. В дальнейшем часть самолетов G-23 даже служила в канадских ВВС и прослужила там, вдумайтесь, до 1941 года, когда уже потом они стали меняться на P-40. Хороший такой получился апгрейд, но еще до этого несколько самолетов все-таки были собраны для внешних заказчиков. Один из них отправился в Японию, один купила Никарагуа, и несколько десятков самолетов решила купить республиканская Испания. Но так как Канада не могла поставлять напрямую в Испанию самолеты, где в этот момент шла как раз гражданская война, то заказ был оформлен через Турцию, и на самом деле должно было отправиться еще несколько десятков самолетов в Испанию, но аферу раскрыли. В любом случае 24 самолета туда так или иначе попало, но каких-то больших достижений в Испании эти самолеты не совершили, и было потеряно 23 из 24 самолетов. В принципе, несмотря на то, что отзывы у летчиков об этом самолете были очень хорошие, попал он на то время, когда авиация очень быстро взаимозаменялась и никаких боевых действий, за исключением испанских, не было. Но удивительно то, что сейчас есть один сохранившийся до наших дней FF-1, и удивительным образом это как раз тот самый, который и выполнил ту роль, которую хотел Говард Кляйн на него возложить. Он стал единственным закупленным в Никарагуа, и именно в Никарагуа его и нашли в полуразрушенном состоянии, восстановили и вернули в США. Но была у самолета FF-1 одна интересная особенность, которую вы, наверное, заметили, а именно то, что этот самолет был двухместным. И на самом деле тогда во флоте США было много идей двухместных самолетов, да почти все они предполагались двухместными. Но в фирме Grumman предположили, что одноместный вариант самолета FF-1 должен быть быстрее и маневреннее, что в общем-то было логично. Именно так и родился Grumman, который уже назывался не FF-2, а F2F. И, соответственно, потом это стандартное обозначение сохранилось. Буква, цифра, буква. Первый прототип самолета F2F взлетел в октябре 1933 года, и он действительно был на 35 км в час быстрее, чем FF-1, и достиг скорости 369 км в час на высоте 2,5 км. Служба у него, правда, выдалась также не особо интересная, потому что в боевых действиях ему поучаствовать не удалось, да и построено-то было всего 55 самолетов, но он стал поступать в войска и стал заменять в том числе и FF-1, и прослужил на самом деле достаточно долго.
как минимум до 1939 года, когда стал заменяться на F-3F. Причем в качестве тренировочного самолета он в некоторых частях служил на самом деле аж до 1943 года. У конструкции этого самолета, конечно, были некоторые проблемы. Сказывалось то, что он был достаточно бочкообразный, и то, что эти самолеты реально выглядели как летающие бочонки, было их одной из отличительных черт, наряду с убирающимися вот так по странному стойками шасси. Но в дальнейшем эта узнаваемая форма сохранилась и на следующем самолете, а именно на F-3F. В фирме Grumman прекрасно понимали, что все те проблемы, которые присущи F-2F, необходимо решать, и никто бы не смог это решить лучше, чем в самой фирме Grumman, поэтому они в полуинициативном порядке приступили к созданию нового самолета, который получил индекс G11 или F-3F. Как можно понять из предыдущего рассказа, практически все самолеты, которые служили тогда в палубной авиации США, были производства фирмы Grumman, и, в общем-то, не так было много авианосцев и не так много было самолетов, хватало. Но в середине 30-х годов в строй вошел авианосец Ranger и встроились авианосцы типа Yorktown, поэтому необходимо было построить еще 200 самолетов. И в этих условиях разработка нового самолета просто-таки кипела. Основные проблемы, которые были у F-2F, как я уже сказал, это достаточно толстый фюзеляж, его, в общем-то, коротковизна и не очень хорошие взлетно-посадочные характеристики. Поэтому непосредственно с этого и начали, уменьшили диаметр колес, что положительно сказалось на ширине корпуса, увеличили длину самолета, увеличили длину крыльев, и под обозначением XF3F1 он поступил на испытание весной 1935 года. Но уже в первом же испытательном полете самолет разбился из-за того, что пилот создал перегрузку почти в 9G, и он по факту развалился в воздухе, после чего пришлось значительно усиливать и изменять конструкцию машины. Следующий полет состоялся только в мае 1935 года, где самолет свалился в штопор, и пилоту пришлось прыгать с парашютом. После этого последовало еще много дополнительных улучшений, и все это привело к тому, что прототип поступил на государственные испытания только в марте 1936 года, однако еще до этого ВМС США уже заказала Grumman 54 истребителя F-3F1, что, конечно, отражало большое доверие к этой фирме. Как и ожидалось, первые эскадрильи, которые получили на вооружение F-3F, это были эскадрильи на авианосцах Ranger и Saratoga, и получили они их в начале 1936 года. Следующая версия самолета получила 950-сильный двигатель Wright R1820. Это позволило самолету развивать скорость 410 км в час на высоте 3,5 километров. В дальнейшем в Grumman также еще несколько улучшили самолет, изменили профили крыла и были сделаны новые самолеты F-3F3. Но, правда, в это же время появился основной конкурент фирмы Grumman, фирма Brewster, которая сделала свой самолет F-2A. В общем-то, в дальнейшем Брюстер не сделала больше ничего неизвестного, но сложно недооценить ту роль, которую она оказала на инженеров фирмы Grumman, которые поняли, что эра бипланов неуклонно идет к закату, и дальше улучшать бипланы большого смысла не имеет. Это в дальнейшем, понятное дело, вылилось в создание самолета F-4F, но удалось ли F-3F повоевать? На самом деле нет, потому что все самолеты списали к концу 1941 года, всего их было произведено 147 штук различных модификаций, и в качестве тренировочных они прослужили до декабря 1943 года. Опять же, сохранился только один F-3F, который обнаружили в океане в 1990 году. И интересно то, что свой самолет узнал лейтенант Роберт Гайлер, который участвовал в его подъеме в 1994 году. Самолет восстановили аж до летного состояния. Но у кого же F-2 выиграл конкурс? Выиграл он его на самом деле у XF-4F1, который был, еще бипланом. После поражения в конкурсе Grumman поняли, что необходимо отрезать второе крыло, и так и сделали, и опять на самом деле схалявили. Потому что прототип XF-4F2 по большому счету был просто тем же самым F-3F, только с одним крылом. Необходимы были кардинальные изменения. У прототипа Grumman была только одна отличительная черта. Он был намного быстрее, чем F2 и выдавал скорость 532 км в час. Но
F-2 был маневреннее, и именно маневренность ставилась во главу угла, поэтому самолет F-2 поступил на вооружение. Если бы F-4F был настолько же маневренным, то его также можно было бы принять на вооружение. Поэтому работа закипела, были увеличены крылья, был удлинен фюзеляж, была изменена площадь вертикального оперения, поменялось вооружение, которое стало представлять из себя 2 крупнокалиберных и 2 пулемета стандартного калибра 7,62, и все это привело к тому, что на свет появился XF-4F3, который поступил на летные испытания в конце лета 1939 года. Самолет этот показал очень высокую скорость 540 км в час, и тогда же официально и получил свое название Wildcat. Было понятно, что именно этот самолет и станет новым основным палубным истребителем ВМС США, поэтому было заказано вместо 54 самолетов сразу 200, и с начала 1941 года они стали укомплектовывать эскадрильи на Лексингтоне, Саратоге и Рейнджере. Правда, в этот же момент появилась версия самолета F4F3A, которая была не дальнейшим его развитием, а наоборот даунгрейдом, потому что двигатели, которые предназначались для Wildcat, пошли на производство бомбардировщиков B-17, но все-таки для производства основной версии двигатели изыскивались. Еще до того, как самолет стал поступать на вооружение ВМС США, им заинтересовались в Европе, где война вовсю шла. Несколько десятков самолетов были заказаны сначала Францией, а потом и Грецией, но к тому моменту, когда они были произведены под индексом G36, сначала капитулировала Франция, а потом и Греция, и в результате все эти самолеты достались той стране, которая по большому счету первый-то интерес к ним и не проявила, Англии, у которой были свои авианосцы, а вот своих палубных истребителей современных не было. Был Ферри Фульмар, который был медленный и двухместный. Морскую версию Spitfire, Seafire тогда еще только разрабатывали, поэтому англичане были рады и этому, и назвали самолет Martlet или Ласточка. К концу 1941 года появилась продвинутая версия, которая носила индекс 4, и эта версия была намного более бронированной, чем предыдущая, как минимум увеличилась площадь бронеспинки, был добавлен бронеподдон, были защищены маслорадиаторы, протектированные были топливные баки, и помимо этого на F4F4 появились складывающиеся крылья, которые также складывались по запатентованной грумановской технологии. Кстати говоря, тот механизм уборки шасси, который по большому счету не претерпел изменений с самолета, который строился еще в конце 20-х годов, было ахиллесовой пятой, потому что с этими шасси было очень много проблем. Они и подламывались, и колея была достаточно узкая, поэтому аварийно садиться было очень сложно. Но так или иначе, каких-то серьезных улучшений эта система складывания шасси не претерпела. Помимо этого на F4F4 появились 2 дополнительных пулемета, но от этого стало только хуже, потому что боезапас не изменился, и в результате вместо 30 секунд непрерывной стрельбы получилось только 20 секунд, поэтому летчики к новой, как бы улучшенной версии относились прохладно, но тем не менее их было произведено несколько сотен машин, и 200 машин было также заказано и Англией, где они получили индекс Martlet Mark IV. Дебют Wildcat'ов на Тихом океане не был прям таким безоблачным, потому что Zero, которым они противостояли, превосходили их, ну может быть не на голову, но точно превосходили. У Zero была и скорость больше, и маневренность не в пример лучше, и пушки у них были 20-миллиметровые. Единственное, чем они не могли похвастаться, так это скороподъемностью. Поэтому единственной тактикой, которая помогала выживать Wildcat'ам, была атака с пикирования, ну или хотя бы с превосходящей высоты, и в этом американцам помогали радары, которые позволяли Wildcat'ам заранее занять более выгодное положение. Еще одним известным маневром был узел Тэтча, который помогал паре Wildcat'ов за счет применения тактики бороться с Zero. Все это привело к тому, что на Тихом океане первоначальное соотношение потерь было в любом случае в сторону Wildcat'а 5 к 1, но к концу войны общее соотношение составило 7 к 1. И даже известна цитата из книги Сабура Сакаи о том, что Wildcat'ы отличались поразительной живучестью, и несмотря на то, что им было очень легко зайти в хвост, уничтожить их было не так-то и просто. Когда Сабура Сакаи пытался уничтожить Wildcat только с помощью огня своих пулеметов, у него ничего не вышло. И хоть Wildcat был весь изрешечен и практически все вертикальное оперение было уничтожено, он не загорался и не падал.
А у японцев на самом деле, кроме как расстреливать Wildcat из пулеметов, выбора большого и не было, поскольку количество снарядов для пушек было всего 60, и очень многие летчики в основном использовали пулеметы для уничтожения самолетов, но в случае с Wildcat это было сделать крайне сложно. Уже к 1942 году стало понятно, что Wildcat устаревают, и параллельно с тем, как производился один самолет, разрабатывался уже следующий, F-6F Hellcat. Но тем не менее Wildcat не сошли с конвейера, потому что они очень подходили для цели комплектования эскортных авианосцев и различных переделанных из других судов, так называемых эрзац-авианосцев типа Audacity, который был на службе у ВМС Англии и мортлет из которого сбили несколько ФВ-200 Кондор над Атлантикой. Поэтому с 1942 года к производству F4F подключилась фирма General Motors, которая до этого не делала самолеты, и самолет там получил индекс FM1. Было произведено 5 сотен таких самолетов, 100 из которых отправилось в Англию, где они получили индекс Mark 5. Но Grumman также продолжала дорабатывать свой самолет, несмотря на все, и так появилась самая продвинутая и самая успешная версия F4F8, которая General Motors производилась под индексом FM2. Самолет этот действительно получился самым удачным из всех, потому что технологии не стояли на месте, и он оснащался двигателем с нагнетателем R1820-56, у которого была мощность аж 1350 лошадиных сил. И плюс к этому он был легче и меньше, и весь самолет в целом получился почти на 250 килограмм легче предыдущих моделей. К тому же ему вернули 4 пулемета, добавили подвесы для бомб и неуправляемых ракет. И именно этих самолетов было выпущено почти 5000 штук из 7900 всего выпущенных. В Англии он служил под индексом Mark 6, и в дальнейшем его также переименовали на Wildcat для унификации. В Англии Wildcat служили намного дольше, и последние сражения были там в том числе и в 1945 году, когда Wildcat сражались с BF-109. Последняя операция, в которой они приняли участие в Европе, была аж 4 мая 1945 года, операция «Возмездие», когда уничтожались немецкие подводные лодки в Норвегии. На самом деле, в качестве противолодочного самолета как раз последняя версия Wildcat показала себя с самой лучшей стороны, именно как раз благодаря оснащению неуправляемыми ракетами. Но если в Европе самолет служил до 1945 года, то на Тихом океане, когда поступили на вооружение Корсары и F6F, он стал постепенно уходить со службы с авианосцев, но тем не менее остался и продолжил служить в качестве самолета ПВО на многочисленных островах, которые американцы отвоевывали у японцев, в частности, например, на островах Уэйка. Он участвовал и в Гвадалканальской кампании, и даже принимал участие в битве у острова Самар, которая была в конце 1944 года. В основном цели, правда, к которым он тогда привлекался, было не уничтожение истребителей противника, а штурмовка различных кораблей. И в том числе он даже принимал участие в нападении на Ямато, когда тот выходил в свой последний поход. Согласно официальным данным, всего на службе ВМС США эти самолеты сделали почти 15 500 вылетов, и на 7800 Hellcat'ов приходится 1300 сбитых самолетов ценой 180 потерь. То есть общее соотношение потерь составляет примерно 7 к 1, что в принципе неплохо с учетом того, что Zero всячески превозносится и позиционируется как самолет, который мог пачками сбивать вражеские истребители. На самом деле это было не так. Было, кстати, еще несколько интересных вариантов этого самолета. Например, F4F3S был такой, и назывался он Wild Catfish, то есть дикая кошка-рыба, и по большому счету был очень похож на знаменитый А6М2 RUF и представлял из себя поплавковый истребитель, но, правда, за счет того, что на него навесили такие огромные поплавки, он потерял сильно в скорости, и таких самолетов было сделано всего парочку штук. Благодаря тому, что эти самолеты служили по всему миру, начиная от Мадагаскара и Северной Африки и заканчивая островами в Океании, сохранилось достаточно большое количество экземпляров, в том числе и пригодных для полетов, которые всячески участвуют в различных авиашоу по всему миру. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать и показать. Надеюсь, что, как всегда, вам было полезно и интересно. Не забывайте посмотреть несколько десятков других видео о истории самолетов и кораблей Второй мировой войны. Как всегда, с вами был Фуриос, и до скорых встреч.